Приветствую вас на канале Клубок желаний. У меня есть несколько видео о методах провязывания петель, о классическом, восточном и бабушкином. Я сравнивала эти три метода на примере лицевой глади и резинки 1 на 1 по кругу и поворотными рядами. Сегодня же я хочу остановиться подробнее именно на бабушкиных петлях, так как если вы вяжете классическими или восточными петлями, то при этих методах техника провязывания петель не зависит, провязываете ли вы лицевую над лицевой или изнаночную над лицевой, вяжете ли вы по кругу или поворотными рядами. Вы все время будете одинаково провязывать петельки. Классические петли вы провяжете за переднюю стенку петли, а восточные за заднюю стенку петли. А в бабушкином методе петли все время меняют свое положение на спицах, и по кругу петли вяжутся не так, как поворотными рядами. При вязании бабушкиными петлями по кругу лицевая петля находится правой стеночкой перед спицей. И чтобы петля не была перекрещенной, нам необходимо ее всегда провязывать за правую стенку. В данном случае нам нужно провязать за правую переднюю стенку. Лицевая провязывается за переднюю стенку, подхват ниточки, вот так ниже спицы. И обратите внимание, провязанная петля легла также правой стеночкой вперед, как и лицевая петля в предыдущем ряду. А вот изнаночная петля на спице находится левой стеночкой вперед, и чтобы петля не была перекрещенной, нам ее необходимо провязать за правую заднюю стенку. Вот таким образом, за правую заднюю стенку подхват нитки также ниже спицы происходит. И провязанная изнаночная петля также легла левой стеночкой вперед, как и петля в предыдущем ряду. Лицевая за переднюю правую стенку, подхват ниточки ниже спицы. Изнаночная за заднюю стенку, подхват ниточки также ниже спицы. А как же быть, если нам нужно над лицевой провязать изнаночную? Для этого нам нужно провязать изнаночную уже за переднюю стенку предыдущей петли. Вот за эту переднюю правую стенку, вот таким образом. А если нам нужно над изнаночной провязать лицевую, то петлю нам нужно провязывать также за правую стенку, но она уже находится за спицей. Вот таким образом. И еще раз повторим. Над лицевой провязываем изнаночную за переднюю стенку, а над изнаночной провязываем лицевую за заднюю стенку. Это происходит только при провязывании петель по кругу. Когда мы будем вязать поворотными рядами, петли будут располагаться совершенно по-другому, и провязываться они будут также по-другому. А теперь посмотрим, как провязываются бабушкины петли поворотными рядами. При вязании поворотными рядами первая петелька снимается как кромочная. И обратите внимание, лицевая петля лежит левой стеночкой вперед, а когда мы вязали с вами по кругу, она была правой стеночкой вперед. И чтобы петля не была перекрещенной, нам сейчас ее необходимо провязать за правую заднюю стенку. Вот так, подхват ниточки ниже спицы. И обратите внимание, вот эта провязанная петелька у нас перевернулась и стала находиться правой стеночкой перед спицей, а в предыдущем ряду она лежала левой стеночкой перед спицей. Изнаночная же петля у нас располагается правой стеночкой перед спицей, а при провязывании по кругу она у нас лежала левой стеночкой перед спицей. И чтобы нам ее сейчас провязать, нам нужно провязать ее за правую переднюю стенку. Вот так. И изнаночная петля у нас также перевернулась и стала располагаться на спице левой стеночкой вперед.
в бабушкином методе происходит вот это постоянный переворот петелек. А если мы вяжем поворотными рядами, то петли меняются местами в каждом ряду, в каждом провязанном ряду. Еще раз давайте посмотрим. Лицевая лежит левой стеночкой вперед, и нам ее необходимо провязать за правую заднюю стенку. Подхват ниточки ниже спицы. Вот, петелька у нас перевернулась. А изнаночная лежит правой стеночкой вперед, и нам ее нужно провязать за переднюю правую стеночку. И посмотрите, она у нас также перевернулась. Лицевая за заднюю стенку, петля переворачивается. Изнаночную провязываем за переднюю стенку. Петелька также перевернулась. А как же быть, если нам над лицевой нужно провязать изнаночную петлю? В этом случае нам изнаночную нужно будет провязать за заднюю стеночку петли. Так, за заднюю стеночку. А если нам над изнаночной нужно провязать лицевую, нам придется ее провязать за переднюю стеночку. Изнаночную лицевой провязываем за заднюю стеночку, а лицевую над изнаночной провязываем за переднюю стеночку. Вот таким образом происходит постоянный переворот петелек в бабушкином способе провязывания. И вязальщице необходимо постоянно следить, за какую стеночку петли вы провязываете петельку. Нужно всегда вязать за правую стенку. Она может находиться как перед спицей, так и за спицей. Если вы только начинаете вязать, учитесь вязать классическими и восточными петлями, потому что при этих методах провязывания у вас никогда не будет возникать никаких ошибок, вам не придется задумываться, как же вам вязать. Вы всегда будете при классическом вязании вязать только за переднюю стенку, а при восточном методе всегда будете вязать за заднюю стенку. Учитесь, девочки, вязать правильно, учитесь с удовольствием, и жду вас снова в гости на моем канале «Клубок желаний».